Всем привет! С вами канал Дизайн интерьера. Все вы знаете, что мы со всех сторон изучаем тему грамотного планирования кухонь. Поэтому сегодняшнее видео – это топ-15 ошибок при проектировании кухни. Никогда не допускайте эти ошибки на кухне, и дизайн интерьера в вашей кухне будет вас только радовать. Мы находимся в шоуруме кухонь Феллини в Екатеринбурге, и хочется сразу сказать, что мы будем говорить не о внешнем виде и трендах, а об эргономике, функционале и удобстве вашей кухни. Ну что, погнали? Подходите грамотно к проектированию кухни. Еще на этапе чернового ремонта кухни определитесь с типом планировки кухни, с местом размещения мойки, бытовых приборов, электрических розеток, типом вытяжки, а также тем, как к ней будут подходить воздуховоды. Сам кухонный гарнитур тоже должен быть хорошо проработан. Заранее продумайте сторону открывания всех дверок гарнитура. Не забывайте про помехи для открывания дверок и ящиков, например, выступающие подоконники, трубы и радиаторы. Также, например, на угловой кухне не стоит забывать про ширину угловой стойки, которая обычно составляет 5 см, и без нее просто не откроются дверки гарнитура. Вся бытовая техника также имеет определенные габариты и места подключения к электросети. Производитель кухни должен заранее знать габариты и места размещения всей вашей техники, а розетки должны быть выведены в правильных местах, чтобы не получилось как на этом примере, где они находятся прямо над варочной поверхностью. Не забывайте про отступ отдельно стоящего холодильника от гарнитура в 3-5 см для возможности его открывания и полноценного использования выдвижных ящиков в нем. И отступ от стены для полноценного открывания встроенного холодильника. Это может быть либо специальная планка, либо наращивание стены. Не размещайте варочную поверхность близко к мойке. Рабочая поверхность между мойкой и плитой должна быть наибольшей для удобства работы на кухне, так как именно между этими двумя функциональными точками происходит весь процесс приготовления. Рабочая поверхность по обе стороны от плиты должна быть минимум 30-40 см. В случае высоких колонн это еще и безопасность. Не будет нагреваться боковой фасад колонны, вы не будете биться локтями во время готовки на плите, и будет куда повернуть ручку сковородки, и в случае чего ее переставить. Бюджет. Вопрос бюджета всегда самый сложный, и с ним лучше не ошибаться. В большинстве случаев при проектировании кухни лучше начинать с планирования бюджета, так как в проект хочется занести всегда самые современные лучшие материалы, мебель и технику, а бюджет чаще всего не безграничен. Мы всегда даем такой совет. Возьмите простую таблицу и начните скрупулезно заносить в нее все позиции. Строительные работы, черновые и отделочные материалы, вентиляцию и кондиционер, двери, кухонный гарнитур, бытовую технику, мойку, освещение, декор, текстиль и остальное. Это поможет ничего не упустить из виду, наглядно увидеть картину и грамотно спланировать бюджет. Кстати, как думаете, сколько стоит комплект этой кухни? 300, 500, 700, всего 300 тысяч рублей. Это доступная бюджетная линия у Феллини. Следующая ошибка – это недостаточное количество розеток на рабочей поверхности и их неудобное размещение. На самом деле здесь нет определенного правила, какое должно быть оптимальное количество розеток, но на мой взгляд минимум их должно быть 2-3 на рабочей поверхности на любой кухне, а вообще нужно ориентироваться на свои индивидуальные потребности и на то, сколько у вас есть мелкой бытовой техники и как часто вы ей пользуетесь. Совершенно недопустимо размещать розетки на фартуке напротив мойки или варочной поверхности. Это просто табу. Оптимальнее всего размещать розетки в зоне свободной рабочей поверхности, там, где вы собираетесь готовить. Следует заранее продумать, где у вас будут стоять мелкие бытовые приборы, такие как чайник, кофемашина, возможно, отдельно стоящая микроволновая печь, мультиварки, пароварки, то, чем вы собираетесь пользоваться ежедневно и не собираетесь убирать в шкафы или ящики, и то, что у вас будет стоять постоянно в открытом доступе на этой рабочей поверхности. Подумайте, где это будет размещено, и заранее предусмотрите там розетки, потому что большой ошибкой является то, когда чайник у нас стоит в одном углу, а розетка для него расположена в другом, и вот этот провод тянется через всю рабочую поверхность. Такого быть не должно. Уместнее всего чайник расположить
располагать где-то в углу, чтобы он не стоял посередине и не мешался вам во время готовки. Хотела обратить ваше внимание вот на это изобретение компании Fellini. Здесь розетки скрыты за вот таким фасадом фартука и сделаны прорези в нем, через которые провода аккуратно выходят в самом низу стыка столешницы и фартука и не портят никакой вид. Да? И здесь аккуратно может стоять бытовая техника, а провода будут все скрыты и не видно никаких розеток. Это для тех, кто не очень любит розетки на видных местах. Если же кухня островная, то тогда размещаем внутри столешницы таких видов розеток очень много, выдвижные, которые открываются как книжки, либо еще вариант размещения розетки на острове в боковине острова, как у нас дома. Неправильная высота столешницы и стульев. Здесь как раз таки есть определенные стандарты. То, что касается рабочей поверхности, она должна быть 15 сантиметров от согнутого локтя того, кто чаще всего готовит. При выборе высоты стула, неважно для какой столешницы, барной, полубарной, для обеденного стола, нужно руководствоваться правилом минус 30 сантиметров от верха столешницы. Ну, как видите, здесь у нас стульчик на регулируемой ножке, и можно оптимально подобрать высоту сидения. Неудобная высота расположения бытовой техники. По сути, это правило в основном касается микроволновой печи. Неважно, встроенного монтажа она, либо же отдельно стоящая. Распространенной ошибкой является то, когда микроволновку размещают слишком низко, где-то на уровне цоколя над цоколем, либо же, наоборот, слишком высоко. В первом случае нам приходится нагибаться, и от этого неудобно, а во втором случае мы достаем горячий суп, проливаем его на себя. Оптимальной высотой для установки микроволновой печи является от уровня рабочей поверхности и до уровня вашего взгляда. То есть выше это уже неудобно. Более того, такая высота размещения не только просто удобна, но также и довольно эстетично, когда нижний уровень бытового прибора совпадает с высотой столешницы. Здесь же бытовые приборы выполнены чуть выше. Это очень удобно. Особенно удобно здесь размещение кофемашины. Кстати, для нее это правило также актуально. Фартук. Самый сложный и распространенный вопрос относительно монтажа фартука. Монтировать его до или после установки кухни. Здесь также нет однозначного ответа. И лучшим будет проконсультироваться заранее с вашим производителем кухни, когда же вам и как следует монтировать ваш фартук. Бывают случаи, когда фартук действительно необходимо смонтировать еще до установки кухни, но чаще всего аккуратнее фартук монтировать после установки кухни. Как, например, в этом случае. Самый главный совет – не занимайтесь самодеятельностью, так как бывают всякие интересные случаи, когда смонтируют фартук, приезжает кухня и остается зазор между столешницей и фартуком, например, или этот фартук выходит за пределы столешницы. Поэтому, возвращаясь опять-таки к первому пункту, продумывайте все заранее и согласовывайте с производителем. Очень важно обращать внимание на отделку стен в местах монтажа не только кухни, но и любой корпусной мебели, так как корпус мебели, он всегда идет идеально ровный. И чтобы избежать появления своеобразных морковок в местах стыка корпуса и стены, стена тоже должна быть идеально ровная. Открытое хранение подчеркивает утилитарное назначение кухни и вроде бы как делает ее более функциональной, так как до круп, специй и всякой кухонной утвари рукой подать. Но главный принцип в организации открытого хранения все же эстетика, так как все содержимое находится на виду. И легко превратить такую кухню в неприглядный склад посуды и поваренных книг. Главный совет – не перегружайте полки предметами. Полки для открытого хранения должны быть загружены не более чем на 70%. Так будет ощущение воздуха и легкости. Второе. Во избежание хаоса не оставляйте продукты в фабричных упаковках, а пересыпьте их в емкости в едином стиле. Третье. Следите за чистотой. Предметы на открытых полках, естественно, будут пылиться.
Открытое хранение может быть организовано различным образом. Просто полки на стене или стеллажи, либо другие более сложные конструкции, как, например, вот этот функциональный фартук от компании Fellini. Здесь можно хранить специи в баночках, какую-либо посуду, бокалы. Также обратите внимание, здесь предусмотрен специальный рейлинг, который будет удерживать баночки, чтобы они не падали на рабочую поверхность. Хранение за стеклянными прозрачными фасадами можно отнести сюда же. Это вроде как и закрытое хранение, но в то же время открытое, ведь все содержимое на виду и также требует порядка. Это может быть как красивый декор или выставка красивой посуды. Если же эстетика хранения в открытых шкафах не для вас, то размещайте все в закрытых шкафах. Это еще более функционально. Здесь можно уже не следить за порядком. Кстати, здесь не могу не показать вам интересное решение от Fellini. Это не просто облицовка декоративными панелями, а функциональное хранение. Оп, и скрытый буфет. В этом решении все необычно, начиная с самой конструкции двери. Она Г-образной формы, толщины полок и заканчивая скрытым креплением этих полок, а также встроенной подсветкой полки. Недостаточное количество функционального света для комфортной работы на кухне. Необходимо рассчитать правильное количество светильников для освещения как всего помещения кухни, так и предусмотреть хорошую подсветку рабочей поверхности, которая обычно располагается под верхними навесными ящиками. И заранее стоит позаботиться о том, как будет подведена проводка к верхним шкафчикам. Наш любимый рабочий треугольник. Старайтесь не отдалять слишком сильно друг от друга три основные зоны – холодильник, мойку и варочную поверхность. Сумма сторон треугольника между ними должна быть не более 6,5 метров. Также старайтесь объединить в одной зоне холодильник и запасы сухих продуктов, мойку с посудомойкой, варочную с духовкой, но, конечно, по возможности. И вся посуда, как для готовки, так и для сервировки стола, должна располагаться в удобном доступе в пространстве между мойкой и варочной в идеале. Но не стоит слепо следовать правилам, делайте все под себя, исходя из вашей ситуации и расположения коммуникаций. Уровни размещения. Не забывайте про вертикальное хранение. Самая удобная зона для хранения – это средняя зона. Это зона под рабочей поверхностью и чуть выше рабочей поверхности. Здесь мы храним предметы, которыми пользуемся чаще всего. Это вилки, ложки, поварешки, кружки и тарелки, само собой. Следующая зона – это нижние ящики. В них мы располагаем тяжелые предметы и то, чем пользуемся реже. И в верхней зоне, в самых верхних шкафчиках, мы размещаем уж крайне редко используемые предметы. Про ручки. В первую очередь это, конечно же, функционал, а уже во вторую – эстетика. И современные кухни – это отсутствие видимых ручек и выступающих элементов. Очень распространенный вариант – это профильная ручка под столешницей. А вот в Fellini они разработали интересный вариант интегрированной ручки в фрезеровку фасада. Здесь нет никаких типонов. Ручки интегрированы во фрезеровку. Практичность фасадов и столешниц. Уделяйте этому также большое внимание. На ваших фасадах и столешницах не должно быть видно отпечатков пальцев и различных разводов. Чтобы избежать такой проблемы, отдавайте предпочтение фасадам и столешницам с фактурами, к примеру, дерево или камень. Гладкие фасады, они требуют большего ухода. Отдавайте предпочтение светлым оттенкам материалов. Черные являются менее практичными и очень маркими. Очень практичным и доступным материалом столешницы является хорошо известный и любимый ЛДСП, но появился материал гораздо совершеннее – это HPL. Плита HPL имеет толщину всего 12 мм. Она гораздо совершеннее по всем своим техническим параметрам, нежели ЛДСП, имеет большое количество различных фактур и текстур. Правильно сказала именно фактуру, потому что есть вот эта вот шагренистость, либо, наоборот, гладкость. Чего боже, что сказать-то? Эта плита актуальна тем, что в современных кухнях идет тенденция к тонким линиям и поверхностям, так же как и вот эта вот
тоненькая металлическая полочка. Опять-таки фишка производства Феллини. Полка металлическая, у нее нет ни одного открытого держателя, то есть все крепления скрытые. При этом полка надежно закреплена, она абсолютно не болтается, не шатается. Фурнитура. Не экономьте на фурнитуре. Кухня приобретается не на 1 год, а на несколько лет. И хорошая фурнитура, она прослужит вам долго. Всем вам известно, что хорошая фурнитура – это плавно выдвигающиеся ящики, плавно закрывающиеся ящики. Это хорошие подъемные механизмы, которые позволяют поднимать даже вот такие широкие фасады. Обратите внимание. И, конечно же, это функциональное наполнение вашей кухни. Различные сушки для посуды. Надеюсь, это видео оказалось полезным, а вас попрошу в комментариях поделиться ошибками в проектировании кухни, с которыми вы столкнулись и которые вы больше никогда не допустите. Пусть это видео будет максимально информативным. Спасибо за внимание. Пока-пока! Не забывайте про лайки, чтобы сохранить данное видео в понравившихся. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.